Утиль-сбор не помог. Есть две причины, почему обрушился спрос на российские автомобили и вырос до максимумов объем поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Сегодняшнее состояние российского автомобильного рынка держится буквально на двух ключевых точках давления – утилизационном сборе и ставке рефинансирования. Машины стоят дорого, а возможности их купить нет. В такой без преувеличения мрачной ситуации особенно интересно смотреть на то, как проявляется спрос на продукцию отечественного автопрома. Казалось бы, в таких условиях даже у самого капризного потребителя не остается выбора, и машины будут расходиться как горячие пирожки. Но вопреки ожиданиям чуда не произошло. Тот самый утилизационный сбор, который по своей сути больше похож на обыкновенный налог, а вовсе не на инструмент утилизации, задумывался как способ стимуляции производства внутри страны. Идея была благородной – снизить конкурентное давление на российские бренды и создать благоприятную среду для их развития. Звучит хорошо, вот только на практике все получилось иначе. Вместо обещанного импульса к росту началась банальная гонка за прибылью. Оказавшись в тепличных условиях, отечественные производители предпочли не вкладываться в модернизацию, а попросту подняли ценники и приготовились собирать урожай в виде сверхприбыли. Логика была проста. Раз импорт дорожает, то и отечественные модели могут подтянуться в цене, ведь конкуренции-то больше нет. Но вот что странно. Рынок, на который так надеялись, отреагировал не оживлением, а самым настоящим провалом. Центробанк не смягчает денежную политику, кредиты остаются недоступными, и в таких условиях спрос буквально обвалился. Причем не только на импорт, но и на отечественные автомобили. По сравнению с этим месяцем прошлого года рынок упал почти на треть, минус 28%. Это не просто тревожный сигнал, это потенциальный диагноз. Причина этого проста. Российский автопром почему-то решил, что исчезновение конкурентов автоматически приведет к наплыву покупателей в салоны. Но потребитель оказался умнее. Он посмотрел на новые прайс-листы и выбрал остаться на своей поддержанной Kia или Mitsubishi, или пригнать себе что-то из Кореи и Японии. Потому что, глядя на ценники у дилеров, мысль возникает одна: за такие деньги сами ездите. Апогеем абсурдной ценовой политики стала удлиненная Веста, где каждый лишний сантиметр кузова буквально на вес золота. А новая спортивная Нива, которую почему-то решили писать на латинице, вообще оказалась сырой настолько, что это стало очевидно даже самым лояльным клиентам. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утиль-сборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Вместо бурного спроса на родные машины мы наблюдаем другой тренд – рост параллельного импорта из Кореи. За те же 2,5 миллиона рублей, что стоит новая Веста, можно без проблем привезти из-за границы трехлетний BMW, а за 1,7 миллиона, за которые оценили Ниву с мотором 1.6, можно получить Suzuki Jimny того же возраста и с рулем в бардачке, но с ресурсом, которого хватит до второго пришествия. Привозят такие машины за считанные недели. По сути, мы видим, что кредитного спроса в стране нет, а те, кто покупает машины за наличные, выбирают совсем другие варианты. Это уже можно считать тактической неудачей. Но впереди стратегические последствия. Ведь в экономике нет развития без конкуренции.
Как только на рынке создается монополия, развитие тут же останавливается, а качество начинает падать. Все это подтверждается тем, как быстро теряют доверие новые отечественные автомобили в эксплуатации. Так что на самом деле российскому автопрому не нужны ни льготные сборы, ни искусственные барьеры для импорта. Ему нужны честная конкуренция и настоящая борьба за клиента. Только тогда начнется реальное развитие и появятся автомобили, которых действительно будет хотеться. А пока остается довольствоваться тем, что есть. Кстати, объем поставок автомобилей из Южной Кореи в Россию в этом месяце достиг максимума за 2 года. А вот поставки автомобилей из Китая резко упали. Таким образом, Россия выпала из топ-3 главных потребителей автомобилей китайского производства. Теперь крупнейшими покупателями машин из Китая стали Бразилия, Бельгия и Мексика. Сейчас на автомобильном рынке России сформировалась противоречивая картина. С одной стороны, впервые за долгое время цены на новые машины пошли вниз, а дилеры начали активно внедрять всевозможные скидочные программы. Однако уже скоро ситуация может диаметрально измениться. Давайте разберемся, к чему стоит готовиться в ближайшее время. Как считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, сами по себе цены на новые автомобили в ближайшие 2-3 месяца останутся стабильными. Однако скидки, которые сейчас предлагают многие производители, будут постепенно снижаться. По мере полной распродажи стока прошлого года уйдут и все максимально выгодные предложения, пояснил эксперт. Аналогичного мнения придерживается президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, период скидок уже подошел к концу. Рынок ждет повышения цен. Скидки давали на зависшие машины 2023-2024 годов. Сейчас они почти разошлись, и ситуация постепенно начинает меняться, объяснил он. Управляющий директор группы Альфа Лизинг Максим Агаджанов ожидает, что запасы автомобилей прошлого года выпуска у дилеров и импортеров закончатся через 2 месяца. Одновременно с этим и перестанут действовать специальные предложения на их покупку. Скоро можно ждать роста цен в сегменте примерно на 10-15%, заключил он. На рост цен могут повлиять несколько факторов. Агаджанов считает, что важную роль будет играть курс рубля. Потенциальное укрепление иностранных валют может привести к росту цен на ввозимые автомобили, поскольку их стоимость тесно связана с курсами доллара и юаня. Отечественные машины будут дорожать менее значительно, всего на 7-9%, уверен он. Шапарин напомнил о повышенных ставках утилизационного сбора. По его мнению, в следующем месяце новые тарифы могут отразиться на стоимости машин. А как считаете вы, где сейчас лучше брать себе автомобиль? Пишите свое мнение в комментариях, вместе обсудим. Ну и обещанная мною шутка. Каждый раз, когда почувствуешь себя одиноким и ненужным, вспомни, что у тебя есть 25 миллиардов антител, которые путешествуют по твоим венам, и каждая готова умереть, защищая тебя. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.